Привет! Уверен, что ты уже в курсе, что Эрик Давидович в скором времени выходит на свободу. И это уже не так, как ранее мы все гадали, когда и в каком году это все-таки случится. Это прямо уже очень скоро. Потому что на протяжении почти 4 лет были десятки судебных заседаний, на которых толком ничего и не происходило. Значит, у Эрика всего было 5 эпизодов. 3 удалось отбить. Но было вообще в течение следствия было больше, там эпизодов 8 было. Уже в суд поступило 5 эпизодов. 3 мы отбили. По 2 эпизодам сегодня вынесли приговор. По каждому эпизоду ему назначили по 4 года лишения свободы. И путем частичного сложения 4,8. Эрику Давидовичу наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но нюанс заключается в том, что один из этих 2 эпизодов 1 ноября сгорает по срокам давности. И остается только один. То есть 4 года. А с учетом того, что Эрик провел в СИЗО 2 года и, по-моему, 10 месяцев, или 9, или 10, то есть при пересчете он уже пробыл 4 года и 2 месяца при пересчете. Таким образом, через месяц Давидович будет на свободе. На данный момент целая команда адвокатов, которые так героически, не уступая ни шагу назад, боролись за судьбу Эрика, не прекращает свою работу даже сейчас. Ведь с помощью команды Сергея Жорина удалось закрыть 8 дел из 9. Я думаю, что суд, понимая его невиновность, вот такое Соломоново решение, вроде отпустить его нельзя и признать невиновным его нельзя. И героя его из него делать нельзя. Вот сегодня его осудили, по всем каналам назвали мошенником, а через месяц отпустят. То есть вот я вангую такой расклад. А в последнее время Верховный суд и вовсе признал содержание Эрика под стражей необоснованным. Суд решил отпустить его домой. Да, действительно, сегодня Верховный суд признал незаконным как арест, так и последующее продление ареста. Таким образом, Верховный суд обратил внимание на то, что Европейский суд по правам человека также ранее признал незаконным арест Эрика Давидовича. И на этом основании вынес соответствующее постановление. Это постановление не просто Верховный суд, а Президиум Верховного суда. То есть это самый высший судебный орган Российской Федерации. И это как раз таки именно за несколько дней до освобождения. Камон, вы серьезно? И сейчас кипиш в следственном изоляторе. То есть, по сути, они его должны отпустить. Но они, естественно, боятся это сделать. И теперь, скорее всего, будет следующим образом. Это постановление Верховного суда, оно придет в Драгомиловский суд, который продлевал стражу в предыдущие разы. Скорее всего, в ближайшие несколько дней будет инициировано заседание суда, и, скорее всего, суд уже Драгомиловский ему отменит меру пресечения, изменит на более легкую, какую-нибудь подписку о невыезде. Мы можем очень долго разливать воду про беззаконие и политическую мотивированность наказания Давидовича, и это и так всем нам понятно. Ведь зачем еще держать в аду СИЗО «Матросская тишина» человека, имеющего толпы фанатов во всем мире, непоколебимый авторитет и, как оказалось, имеющий силы действительно повлиять на государство? Здесь происходит беспредел. На дороге и при регистрации. Пока он крутился только в автомобильных кругах, он был неинтересен для властей. Но когда он начал затрагивать действительно наболевшие вопросы коррупции в рядах ГИБДД, взяточничества и безразличия к закону, государственная машина включилась на полную катушку. Но как бы там ни было, наше обсуждение с вами не вернут человеку более 3 лет потраченных нервов, здоровья и жизни. Когда я первое время приходил к Эрику, он сидел, он очень мужественный, сильный человек, бесстрашный, это реально. Но я замечаю, что у него немножко потрясывают руки. Не потому, что он кого-то боится, потому что он 24 часа находился в агрессивной среде. То есть постоянное психологическое давление. То есть он находится в тюрьме, и вдруг открывается дверь, к нему заходит Вася и говорит: слушай, ты будешь платить в общак. Нас это не волнует, не будешь платить в общак, ты умрешь. На следующий день он просыпается, а у него на груди фотография полароида, да, как во сне, он спит, и там фотография, что к нему к горлу представлен нож. И много других моментов, когда, например, он сидит в камере, его сажают в камеру, где 2 человека, один из которых абсолютно голый, 200-килограммовый мужик. Вот он сидит, как такое просто волосатое, голое, такое чудовище потное.
Вот он ему ничего не говорил, да, там, Эрику, просто он садится с ним рядом вплотную, просто и все. Эрик отсаживается в другое место, он садится тоже. Эрик в этот момент мог сделать только одно, у него был карандаш как бы наточенный, да, и он его держал в понимании того, что в любой момент ему придется отстаивать свою честь и достоинство. И самым интересным является тот вопрос, который засел в головах каждого фаната, либо человека, знакомым хотя бы немножко с деятельностью Давидыча. Что будет с ютубом, автоблогингом и смотрой, в частности, когда на свободу наконец-то выйдет, не побоюсь этого слова, самый известный блогер в мире? Косарь, да и хватит, да? Я думаю, а что, если ты хорошо отмечал? Удостоверение в развернутом виде ваше. Ваше удостоверение в развернутом виде, пожалуйста. Вам что, зарплату мало платит, товарищ инспектор? Так, вызывай, звони, короче. Стоять! 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 Машину быстро! Продолжит ли Эрик охоту на оборотней в погонах и выпустит ли третью часть фильма о начальнике ГИБДД, который он так долго, как козырь, держит у себя в рукаве? Если меня сейчас слышит или видит Коваленко и вся его группировка вот эта вот гейская, я к вам, товарищи, обращаюсь. Я вас не боюсь. Вы меня не напугали и не напугаете. Еще пребывая в СИЗО, Давидыч, переписываясь с Амираном, заявил ему, что у него есть куча идей по поводу своего канала и новых шоу. Да, в тюрьме есть огромные плюсы. Это невероятная школа мысли, выдержки, стойкости, логики. Я не поменял бы в своей истории ничего. Все равно так, все ровно так, как должно быть. Да, идей уже 1700 листов и 24 блога. 2 полноценных фильма с бюджетом от 5 миллионов долларов. Так что по поводу идей для новых шоу мы уж точно можем с вами не беспокоиться. Я бы сейчас с удовольствием взглянул бы новый бомбовый обзор на какую-нибудь крутую тачку от Давидыча. А ты? Я уже говорил вам, что в последнее время YouTube очень зацензурирован. И нам очень не хватает той горячей харизмы и смелости, который дарил нам Давидыч. А помните те теплые встречи на Воробьевых горах? И на парковках супермаркетов, а грандиозные пробеги по всей стране и всему миру? Да, даже ностальгия накрыла. Но вот ответьте, кто за эти 4 года, пока Эрик отсутствовал, сделал хотя бы что-то подобное? Вообще похую. Однако будет ли и далее таким дерзким Давидыч в своих высказываниях в отношении власти и охоте на оборотней? Как и ранее, вопрос довольно сложный. Ведь не нужно забывать, что несмотря на победу, он стоил Эрику 4 года лишения и невзгод. Один Амиран Сардаров чего стоит? Не знаю, может быть он думал, что Эрик уже никогда не выйдет, что мы про это забудем. Он сделал целый специальный репортаж про того самого начальника ГИБДД, который и упек Эрика за решетку. Да нет. Ну да. Да нет. Ну мы русские офицеры. Да это не брат. ты, нет. Слушай, ты Здорово. чувак, привет. Ты круче, дядь. Ну, слушай. Я вырос на твоих роликах. Да, а я... Спасибо тебе за поддержку, братское сердце. Я с самого начала видел, что ты очень хороший человек. Все будет круче, чем можно представить. Держусь и готовлюсь. Обнял. 17.01.17. Давидыч. Кремлевский Централ. Знаешь, вот ты мне очень нравишься. На последнем дне рождения его публично поздравило всего несколько человек, и даже, казалось, имея многомиллионную аудиторию, про него просто забыли. Пожелать ему хотел настоящих верных друзей, но не те, которые как бы есть, кто слился, там, кто не помогал, кто еще что-то, а вот именно чтобы были те люди, которые, ну, есть по жизни, которые искренние, честные, добрые. А государственная пропаганда в погоне за рейтингами, как обычно, вылила на него столько говна, создав максимально отрицательный имидж. У моей бабули, у подруги моей бабули, да и у половины страны, как ни странно. Ведь, как вы помните, его обвиняли даже в покушении. Он незаконно получал страховые выплаты за автомобили, которые на самом деле никто не похищал. И болезненным он абсолютно не выглядел, наоборот, скажем, был в таком приподнятом настроении, из-за пуленепробиваемого стекла улыбался, подмигивал, слал приветы своим знакомым. До сих пор многие его бывшие фанаты, особенно под моим последним видео, верят в это дерьмо, льющееся из ящика, и желают Эрику вообще не выходить на свободу.
Да и вообще, знаете, солидарность — это не наша национальная черта. Не стоит исключать и тот вариант, что Давидыч эмигрирует в страну с менее цензурированным микроклиматом. К примеру, Америка, где он так часто бывал ранее, и будет уже там вести свою разоблачительную деятельность. Но тогда, скорее всего, он уже не будет тем Давидычем, и это уже не будет иметь такой резонанс. И, конечно, уход из Ютуба он также вероятен и не исключен. Ну, это было бы как минимум глупо, ведь за что он тогда боролся? Ведь уже очень скоро именно к нему будет приковано внимание всего Ютуба. Да, и вангую, что он будет одним из самых интересных гостей в следующем выпуске, к примеру, у Юрки Дудя. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Давайте, кстати, напишем ему, чтобы он не забыл взять интервью у Давидыча сразу после освобождения. Но такой человек, как Давидыч, несомненный лидер по натуре, ему было уже тесно сидеть в клетке. И такие люди, как он, идут либо в политику, либо против нее. И он пошел за правду. До конца. Не написал помилования и доказал, что он не виновен. Отдаю себе отчет, против кого воюю, ничего не боюсь, не страшно, отвечаю за все свои дела и за все свои поступки. Значит, дело сфабриковано, будет расследование, разберутся, покажут, объяснят. Значит, в двух словах, чтобы было понимание. Есть одно большое уголовное дело по каким-то жуликам и мошенникам, которые в какой-то момент вот так вот и начали говорить, что «Ой, а Эрик Давидович с нами». И не знаю, как вы, но я считаю, что Эрик Давидович настоящий герой. Он доказал нам, что в нашей стране еще можно бороться за правду. И нужно идти до конца. Я даже не помню аналогичных дел, когда вся мощь административного ресурса была использована против обычного человека, и по итогу он выстоял, его не сломали, и фактически мы победили. А если еще и будет впоследствии оправдательный приговор, то это вообще просто разрыв мозга. В любой ситуации, даже самой сложной, если не опускать руки, если не сдаваться, то всегда можно победить, так или иначе. Несмотря на то, что никто не верил в такой финал, никто не верил в нашу победу, многие осуждали, упрекали, обвиняли, но результат сам говорит за себя. Ну а дальше сам Эрик расскажет, выйдет и расскажет. Да, если помните, там парниша был такой забавный. Нас по всем социальным сетям почти 8 миллионов. Огромное количество. Я вас смотрю, да, полностью. Считая себя безнаказанным, Китуашвили скрывался с мест правонарушений, игнорировал все повестки в суды. По месту регистрации найти его было невозможно. Псевдоборец с хамством всегда ездил с видеооператорами. Любую ситуацию был готов довести до предельного накала. Даже на вежливую просьбу показать документы лез в драку. Псевдоборцу с коррупцией грозит до 10 лет колонии. А вот интересно, что бы он сейчас сказал Давидычу. Как там его? Максим Мача? Максим Мовчан. Если ты рад, что все-таки Эрик вышел на свободу, то ставь лайк под этим видео. Если ты считаешь, что Эрику лучше было бы находиться за решеткой, то ставь дизлайк. Оставь свое мнение в комментариях к этому видео. Будет ли Эрик таким же дерзким, как и был раньше? Продолжит ли он свою охоту на оборотней в погонах? Или вовсе уйдет в тень? А я же желаю, чтобы именно тебя все невзгоды обошли стороной. Готовь свою резину к праздничному дрифту в честь выхода Давидыча. С вами был Олесь Гроднев. Впереди будет много чего интересного. И пока!